Здравствуйте! Если вы задумались о безопасном приводе для ваших автоматических ворот, то это видео будет для вас полезным. Меня зовут Владимир, я разработчик электроники DOR для автоматических ворот от Sonях Solar. Эти откатные ворота шириной створки 7 метров я спроектировал, изготовил, установил самостоятельно. И они у нас будут служить стендом для установки, отладки и совершенствования нашей автоматики DOR. Конечно, откатные ворота — это шикарная вещь. Они не занимают места, для них не нужно чистить снег. Они безопасны для человека при большом ветре и легко открываются-закрываются с усилием несколько килограмм. Катая ворота вручную, я понял, что я хочу исключительно безопасный привод, вот как моя рука, с мягкой скоростной характеристикой. Для того, чтобы понять, что такое жесткая характеристика, я для примера покажу вам стоковую автоматику Gantt на 220 вольт, и вы сами оцените безопасность такого привода. Прикладывая все свои человеческие усилия, я не смог не то что остановить створку, а даже хоть как-то заметно снизить ее скорость. Инфракрасные фотоэлементы так называемой безопасности здесь обеспечивают безопасность только для проезжающего транспорта, но никак не для человека или для детей, которые могут заложить ручку или ножку выше или ниже инфракрасного луча, или находиться вообще сзади ворот. А представьте усилие такой створки 500 килограмм. Вот поэтому хочется именно мягкий привод, характеристику которого я могу менять в реальных условиях. И этот привод будет безопасен за счет именно своей характеристики, без кучи всяких инфракрасных ненужных датчиков или токовых защит, время срабатывания которых составляет полсекунды. Сначала раздавят, а потом сработают. Дальше техническая часть. Красивое решение будет красиво работать. И дальше смотрим на примере, что будет, если я обычный привод на базе шуруповерта с редуктором от болгарки подключу напрямую к источнику напряжения, к блоку питания, который выдает 12 вольт и 15 ампер. Происходит резкий старт. У меня немножко в первую секунду даже гаснет свет, который завязан с блока питания. Двигатель потребляет в холостом ходу 1,2 ампера. Если я попытаюсь его остановить, ну вот я могу догнать его до 8 ампер, дальше больно пальцем. Двигатель развивает очень большое усилие и максимальную скорость. Ну вот если его так затормозить попытаться, вот 13,6 ампера в восстановленном режиме. То есть мотор очень резкий. Это получается резкий старт, это бешеное усилие, и такой скорости может оказаться много, например, для ворот. Ну, смотря какой вы привод возьмете. И дальше я включу мотор через вот такой вот DC-DC преобразователь, который в данном случае выполнит нам ограничение, регулировку линейной скорости движения привода и ограничение, регулировку вращающего момента на валу привода, то есть усилия, силы тяги, с которой привод толкает створку. Включаем, смотрим на старт. Происходит очень мягкий, плавный старт. Плавный разгон. В конце разгона та же скорость движения, которая была у нас без преобразователя, примерно тот же ток. То есть двигатель сейчас работает на максимальных оборотах. Я пробую давать усилия. И вот при токе 2,2 ампера двигатель полностью останавливается. Я могу его затормозить двумя пальцами. Двигатель становится очень мягким. Вот, я спокойно его притормаживаю. И у него стабильное максимальное усилие.
То есть его момент стабилизирован вне зависимости от оборотов. Я могу уменьшить желаемую максимальную скорость. Если двигатель вам попался очень резвый, у него большие обороты, скажем, немножко не угадали с редуктором, вы можете ограничить, скажем, в 2 раза снизить скорость вращения максимально. Но при этом момент вращающий усилия останется тоже. Вы можете сделать его сильнее, больше усилия, но небольшую скорость. Вот сейчас ток 3,4 ампера и усилие реально стало выше. Я могу еще увеличить усилие. Вот сейчас еще труднее его стало остановить. 4,2 ампера. Я могу увеличить и скорость, и усилие. Вот сейчас у нас максимальная скорость и достаточно большое усилие. Пальцы греются. Вот 4,2 ампера. Ну и так далее. Этот модуль выдерживает ток до 5 ампер. Рекомендуемый. Тепленький, 40 градусов. Вот еще один модуль, который может выдержать ток 8-10 ампер. Я включаю без модуля. Происходит резкий старт. И очень большое усилие. Тяжело просто удержать. И вот включаю с модулем. Плавный старт. Та же финальная скорость. Во время старта ток 2,2, 2,4 ампера. Мотор легко задавить. Ток упора 2,4 ампера. Останавливаю двумя пальцами. Очень мягкий привод с плавным стартом. Почувствуйте разницу. Вот это и вот это. И вот еще один мотор-редуктор со стеклоочистителей. 12 вольт и до 10 ампер он потребляет. Я ее включаю напрямую, без модуля. Вот такой происходит рывок. Старт жесткий, быстрый, идет искра. Вот. Начальный момент проседает блок питания. Не так, как в предыдущем моторе, этот помягче, но тем не менее. В конце ток 0,8 ампера. Остановить его руками не представляется возможным. Если вот так вот с помощью усилителя, ну, могу додавить до 4 ампер, все равно он вращается, не останавливается. Характеристика жесткая. Включаю через преобразователь. Наш ограничитель момента. Вот такой происходит плавный старт, плавный пуск. Тот же ток 0,8 ампера. Остановить могу легко двумя пальцами. Двигатель сразу снижает обороты. Ток стабилизации я выставил 1,1 ампера. Плавный старт. Нежная мягкая характеристика, которую можно задать. Сравниваем. Без модуля жесткая, с модулем мягкая. Опять же, усилие можно регулировать, конечное. Вот я его затормозил пальцами, держу, увеличиваю ток, скажем, 2 ампера, ток стабилизации. Сейчас уже в 2 раза сложнее мне остановить было, но все равно возможно задавить его. Есть еще вот такой модуль 5 амперный, также для ограничения максимального усилия. Работает также. Включаю плавный старт. Думаю, результат налицо. Дальше рассмотрим схему подключения модуля к автоматике DOOR для откатных ворот. Питание 12 вольт поступает на модуль и также поступает на питание контроллера и питание силового модуля реле.
С выхода модуля напряжение поступает на контакты реле. Одно реле включает мотор в одну сторону, другое реле включает мотор в другую сторону. Со средних контактов реле напряжение подается на двигатель. Параллельно двигателю установлен варистор. Я ставлю варистор на 47 вольт. Для того, чтобы при размыкании контакты реле не подгорали, не было искры. С выхода контроллера сигналы закрытия и открытия поступают на управление реле. На вход я прикрутил провод земли для того, чтобы имитировать срабатывание концевика закрыто, открыто и инфракрасного датчика препятствия. Пульт новый, он не реагирует. Подвязываем новый пульт к радиомодулю. И дальше смотрим, как работает система. Ворота красные закрыты. Открываем. Срабатывает плавный старт. Далее усилие у нас ограничено. Я легко останавливаю пальцами. Останавливаю. Стоп. Происходит достаточно динамический стоп. Динамическое торможение. Для того, чтобы ворота не пролетали далеко за концевик, а останавливались четко в нужном положении на концевике. В обратную сторону. Работает закрытие. Усилие ограничено на заданном уровне. Доезжает до концевика закрытия. Происходит стоп. Открываем. Плавный старт. Открыто. Закрываем. Допустим, у нас срабатывает датчик препятствия при закрытии. Сработал датчик препятствия, динамичный резкий стоп, и дальше ворота открываются в обратную сторону. Скорость движения и усилие створки можно ограничить с помощью потенциометров. Сейчас я уменьшаю скорость движения створки. Вот, например, вот такого безопасного уровня. А сейчас я исключу модули схемы и включу реле и мотор напрямую к блоку питания, как это обычно делается. Вот так. И посмотрим, какая разница. Резкий старт. Проваливается напряжение. У меня мигает свет. Остановить мотор я не могу, невозможно. Возвращаю модуль на место и например, хочу вот так. Автоматика DOR для откатных ворот или гаражных ролетных делает ваш привод максимально безопасным. Спасибо за внимание. Обращайтесь.